Задача: легковой автомобиль двигается со скоростью 20 метров в секунду. За грузовым, скорость которого 16,5 метров в секунду. В момент начала обгона водитель легкового авто увидел встречный автобус, который движется со скоростью 25 метров в секунду. На каком наименьшем расстоянии от автобуса можно начинать обгон, если в начале обгона легковой автомобиль был за грузовым на расстоянии 15 метров, а в конце обгона должен быть перед грузовым на расстоянии 20 метров? Напишем скорость легкового автомобиля V1 равно 20 метров в секунду. Грузового автомобиля, напишем это V2, равно 16,5 метров в секунду. Расстояние до обгона L1 должно быть 15 метров. После обгона перед грузовым автомобилем должно быть расстояние 20 метров. Ты должен легковой так обогнать. Скорость приближающего автобуса V3 25 метров в секунду. Итак, нам нужно определить, какое расстояние минимальное должно быть до автобуса для того, чтобы начать обгон. Расстояние L3. Какое должно быть до автобуса перед тем, как начинать обгон. Давайте нарисуем сначала картинку, которая должна быть в этой ситуации. Вот это у нас находится легковой автомобиль со скоростью 20 метров в секунду. Это легковой автомобиль, обозначим буквой L, и скорость у него V1. До начала обгона грузовой автомобиль едет со скоростью V2. Это грузовой автомобиль. Легковой автомобиль после того, как произведет обгон, должен быть на расстоянии перед грузовым автомобилем на расстоянии L2 20 метров. До обгона он находится на расстоянии L1 15 метров. Теперь с этой же стороны движется автобус. Какое вот это расстояние автобуса? Автобус тоже движется в этом направлении. В противоположном направлении со скоростью своей V3, то есть у него какое-то будет расстояние. Нас интересует вот это общее расстояние, которое должно быть до начала обгона. Какое расстояние от легкового автомобиля до автобуса до начала обгона. Итак, давайте посмотрим. Если автомобиль легковой начинает обгон грузового автомобиля, естественно, он обгоняет его с разностью этих скоростей. Скорость легкового выше, чем грузового автомобиля, то есть разница между этими скоростями будет скоростью обгона. Можно сказать о том, что V обгона будет равна V1 минус V2. Это V обгона. И теперь вот с этой скоростью обгона автомобиль должен проехать вот эти два расстояния. Вот это именно с этой скоростью обгона. Поскольку в задаче не указываются размеры автобуса автомобиля, он считается как точечными значениями. Вот это Т обгона, которое легковому автомобилю нужно совершить для того, чтобы обогнать грузовой автомобиль, он должен пройти вот этих вот L1 плюс L2, вот с этой разницей вот этих скоростей. Вот это V обгона мы посчитаем будет равно 20 метров за секунду, отнять 16,5 метров за секунду, мы получаем 3,5 метра за секунду. Это скорость, которая будет легковой автомобиль, разница скоростей будет делать обгон и пройдет вот это расстояние L1 и L2. Теперь мы должны узнать, какое время он пройдет вот эти два расстояния. За какое время? Вот это будет называться у нас Т обгона. Т обгона будет равно L1 плюс L2, деленное на V обгона. И равно 20 метров прибавить 15 метров, что делится на 3,5 метра за секунду. Итого мы получаем 35 метров, что делится на 3,5 метра за секунду. Метры тут сокращаются, секунды идут вверх, мы получаем 10 секунд. Вот это время обгона автомобиля грузовым. Но дело в том, что это мы посчитали только время обгона, которое прошел вот этих два расстояния. Но дело в том, что он-то не движется со скоростью 3,5 метра за секунду. Он-то движется со скоростью 20 метров за секунду. Поэтому пока он пройдет с этой разницей скоростей вот эти два расстояния, он же все расстояние вот это, которое будет двигаться со своей скоростью, он пройдет намного больше. В течение 10 секунд он будет двигаться со скоростью 20 метров в секунду. Причем это 20 метров в секунду будет больше на 3,5 метра в секунду. За скорость грузового автомобиля он будет обогнать и пройдет вот это расстояние. Мы узнали, что это расстояние он прошел за 10 секунд. А теперь мы должны знать, какое же действительно он пройдет расстояние по дороге со своей скоростью. То есть вот это первое расстояние, которое он пройдет по дороге со своей скоростью, мы можем посчитать. Длина пути легкового автомобиля будет равна его скорости V1, что множится на Т обгона. Либо давайте сразу посчитаем.
это будет 20 метров за секунду, умножится на 10 секунд, мы получаем 200 метров. То есть реально, обгоняя грузовой автомобиль, вот эти два расстояния, которые до грузового и после грузового, он пройдет по дороге 200 метров. И так он прошел 200 метров. Теперь посмотрим, сколько же за эти же самые 10 секунд, которые он должен совершать этот обгон, пройдет автобус. Мы знаем о том, что обгон совершается в течение 10 секунд, и в течение 10 секунд автобус же тоже пройдет какое-то расстояние. Мы можем посчитать, что L автобуса, вот это L автобуса, который он пройдет до завершения обгона, то есть за 10 секунд. Посчитаем, L автобуса будет равно скорость автобуса V3 умножится на T обгона. Итого получается, что скорость автобуса 25 метров за секунду, T обгона равно 10 секунд. Итого секунды сократились, мы получили 250 метров. Автобус должен быть на расстоянии 250 метров до этой точки, когда легковой автомобиль закончит обгон. Но легковой автомобиль прошел расстояние 200 метров. То есть общее расстояние до автобуса должно быть с момента, вот это L3, которое мы считаем, L3. Оно должно содержаться из L легкового автомобиля и плюс L автобуса. 200 метров плюс 250 метров мы получаем 450 метров. Вот это расстояние L3 у нас получается 450 метров. До момента начала обгона, будучи на расстоянии 15 метров за грузовым автомобилем и с такими скоростями, которые не едут 20 метров в секунду, 16 метров. И рассчитав о том, что он обгонит этот автомобиль на 20 метров, реально он должен до начала обгона увидеть о том, что автобус находится от него вот с этой точки до начала обгона не ближе, чем 450 метров. Может быть дальше, но не ближе. Расстояние 450 метров.